Добрый день, друзья! Сегодня хочу не просто затронуть вопрос, поднять тему, а обсудить и раскрыть тему весенней обработки от клеща ворова. Потому что пчеловодство разделилось на два огромных лагеря. Одни обрабатывают весной, другие не обрабатывают. Спорят друг с другом, а там вылазит еще третий лагерь, который говорит: все ваши проблемы, потому что у вас есть расплод, нужно маток изолировать. Давайте же разберемся предметно, поговорим и о самом клеще, и о том, что необходимо делать, нужны ли эти обработки или они являются действительно грубейшей ошибкой, которая только губит самих пчел или не губит. И также я расскажу, как мне удается на 100% зимовать уже много-много лет подряд. Для этого я не хочу сегодня размахивать руками на фоне ульев, тем более погода плохая. Также не просто хочу сидеть перед вами, рассказывать, а показать вам информацию, которую я визуализировал специально для вас, для того, чтобы вам было интересно, понятно, и для того, чтобы вы смогли для себя визуально отметить многие вещи, возможно, даже записать или сделать скриншоты. Итак, моя сегодняшняя информация вам будет в виде презентации. Сегодня я хочу прежде всего рассказать вам о жизненном цикле клеща ворова, и дальше уже будем двигаться, исходя из этой информации. Почему стоит обязательно об этом поговорить, о клеще ворова и том, как он размножается? Потому что, поверьте моему опыту и моему каналу, опыту на канале, у меня много видео по этой теме, очень много людей на сегодняшний день продолжают писать всякие неточности, так мягко скажу, которые сродни даже глупостей. Некоторые пишут о том, что вредны самцы, а не самки. Другие там не могут их отличить друг от друга и придумывают такое, что даже не повторю. Я имею в виду неправильную информацию из жизненного цикла самого клеща. Итак, как он выглядит, сам клещ, я думаю, вы знаете и увидите дальше на самих картинках. Его биологию мы рассматривать не будем. Мы говорим о том, что это опасный паразит, который питается жировым телом. Ранее предполагалось, что гемолимфой пчел. На сегодняшний день я также уточняю на основании исследований ученых, что питается он именно жировым телом. Жировое тело отвечает за иммунитет, обмен веществ и выработку белков, необходимых для зимовки. Поэтому пораженные пчелы часто слабеют, погибают, очень многие из них не доживают до зимы или обсыпаются зимой. На сегодняшний день все, у кого пчелы были поражены клещом ворова, потеряли уже эти семьи, либо ломают голову, пересматривают видео о том, как спасти матку и там 30 пчелок, жменю пчел и так далее. Итак, друзья мои, существует первая фаза на взрослой пчеле. Именно на этой фазе клещ и заезжает, залетает в улей, если его там совершенно не было. Ну, вы можете сказать: да ну как так не было? Ну, купили вы новый улей, там вообще никого не было. Поставили туда голую вощину и поймали рой с дерева. А рой, например, теоретически прилетел без единого клеща. Вы заселяете пчел в такой кристально чистый улей, но клещ к осени все равно появляется. Он прилетает на рабочих пчелах с полей, где перебегает с других пчел. Теоретически так предполагается его путешествие в природе. К пчеле прилепляется именно сама взрослая самка клеща, которая зрелая, которая уже может откладывать потомство. Питается жировым телом, ослабляет пчелу, снижает ее устойчивость к инфекциям, может перемещаться между пчелами, распространяя вирусы, в том числе различные вирусные параличи. Длительность этой фазы на пчеле составляет от 5 до 11 дней. В зимний период затягивается на несколько месяцев, так как в зимний период нет расплода, клещи живут прямо на пчелках. Если пчелы, на которых они сидят, погибают, соответственно, клещ также в этой семье вымирает. Жизненный цикл в виде схемы представлен более крупно вот на этой следующей картинке. Второй фазой, это уже фаза размножения, происходит следующее. Оплодотворенная самка проникает в ячейку с личинкой пчелы за 15-20 часов до запечатывания этой ячейки. Прячется в кормовых остатках и ждет запечатывания ячейки. Далее наступает после запечатывания ячейки третья фаза развития потомства внутри ячейки. Имеется в виду клеща ворова. После запечатывания выходит самка из укрытия и начинает питаться жировым телом и уже развивающейся личинки. Через 2 дня откладывает первое яйцо, из него вылупляется самец. Каждые 30 часов откладываются новые яйца, из них выходят самки. То есть один самец и далее уже самки. Всего самка может отложить от 2 до 6 яиц. Четвертая стадия
заключительная в этом цикле, личинки клеща проходят стадии нимфы и взрослеют, питаясь жировым телом пчелы. Через 6-7 дней молодые самки становятся половозрелыми. Обратите внимание, я специально выделил жирным дни, фазы и самую-самую важную информацию для нас. Самец спаривается с сестрами и погибает. Вылупившиеся самки выходят из ячейки вместе с молодой пчелой и начинают новый цикл. И здесь я хочу сразу же заострить ваше внимание на то, что у нас мы имеем от 2 до 6 самок клеща, но учитывая, что примерно неделя нужна на созревание этих самок, мы получаем, что у нас выходит из одной ячейки порядка, может быть, 4-5 самок, но не все они зрелые, то есть не все способны к дальнейшему размножению. Но мы об этом еще чуть позже поговорим. Особенности цикла размножения на трутневом расплоде заключаются в том, что трутень находится в развитии 24 дня, и, соответственно, это дает большее потомство, то есть из трутовых ячеек выходит больше клещей, и они там также может быть уже и 3 половозрелых самки. Они там как раз таки могут и дольше развиваться, и больше каким-то образом по запаху предпочитают именно трутовые ячейки. Что мы можем сказать о скорости размножения? Популяция клеща удваивается каждые 3 недели. То есть, если было 100 клещей, через 3 недели это уже 200 клещей. Имеется в виду половозрелых самок, которые постоянно продолжают плодиться. За сезон численность паразита может увеличиться в 50 раз и более, если не применять никакие методы борьбы с этим вредителем. Специально для того, чтобы мы обладали этой информацией и разрешили все споры по поводу зрелых, незрелых самок, я привожу следующую информацию. Количество зрелых и незрелых самок клеща, которые выходят из ячейки, зависит от ряда условий и времени развития. Средние усредненные показатели выхода следующие. В рабочем расплоде 21 день развития пчелы, 1-2 зрелые самки, иногда 3, если благоприятные условия. 1-2 незрелые самки, которые не успевают достичь взрослой стадии. И 1 самец, который остается в ячейке и погибает. В трутневом расплоде мы имеем 2-3 зрелые самки, 1-2 незрелые самки, которые не достигли половозрелого состояния. Иногда бывает 4 зрелых самки. Ну и тот же самец, который тоже выполнил свою функцию и погибает. Почему же часть клещей остается незрелой? Если цикл развития пчелы короткий, часть потомства не успевает завершить развитие. Высокая зараженность одной ячейки приводит к нехватке ресурсов жирового тела личинки, что замедляет рост клещей. Также это внешние условия, температура, влажность, они влияют на скорость созревания. То есть, другими словами, те клещи, которые ездят на пчелах после того, как вышли из ячейки, не всегда могут стать половозрелыми, потому что бывает такое, что пчеловод замечает, как происходит какая-то особь клеща, от чего-то там 2-3 клеща упало. Так вот, это в том числе могут быть просто незрелые самки, которым не хватило питания. Особенно эта картина наблюдается в момент, когда заканчивается расплод, осенью его становится все меньше и меньше, засева нет, свежих личинок нет, а есть клещ, который выходит на расплоде. И вот эти незрелые самки, они могут просто осыпаться. Представьте себе картину, просто представьте себе. Одна рамка расплода печатного, там, ну, скажем, порядка 2-3, может быть, тысяч пчел. И, скажем, было заражено из 30% пчел или 40% заклещенность была. Посчитайте теперь, если мы возьмем 50% от этой суммы, сколько упадет на дно улья незрелых самок, которым не хватило питания и которые прекратили свое существование. То есть мы можем даже при очень сильной заклещенности спутать какую-то полоску, пропитанную мужским одеколоном, тройным одеколоном, поставленную в улей, спутать это с реакцией на какой-то запах или какую-то вот такую обработку. Следующий момент, друзья мои, мы теперь уже будем говорить о том, как бороться с клещом воро. И всем хочется без химии, всем хочется, чтобы не было ничего заразного, все было прекрасно. И мы рассмотрим первый способ, топ-методы борьбы с клещом воро, биологические методы без химических препаратов. И первый, друзья, это удаление трутневого расплода. Клещ предпочитает трутневые ячейки, мы об этом уже сказали. Каким образом можно удалять трутневый расплод? Либо мы даем матке отсеяться в определенных местах, она сама находит эти места, либо внизу рамки, либо в верхней части рамки просеивает трутовый расплод. Либо мы даем строительную рамку, на которой пчелы тянут трутовые соты, и матка их полностью засеивает. Либо мы ставим сами уже трутовую вощину непосредственно в расплодное гнездо, пчелы тянут трутовые ячейки, матка засевает всю эту рамку трутнем. Учитывая, что засевать она ее будет несколько дней,
Потом личинки будут также с таким же интервалом запечатываться. И вот тот печатный расплод, который будет выходить за время засева этой рамки, все эти клещи, которые хотят дальше развиваться, они переползут в эту трутовую вощину, уже отстроенную, запечатанную. И мы получим с вами полноценный сбор, прекрасный сбор определенного количества клещей. И нарушим вот эту цепочку размножения, эту прогрессию своеобразную арифметическую или геометрическую, в которой он развивается в вашем улье. Значит, можно сделать таким образом, чтобы пчелы отстроили там не одну трутовую, может быть, а растянуть этот процесс, чтобы постоянно были какие-то, например, трутовая вощина, а потом вы поставили строительную рамку. Это будет очень хороший момент. К тому же можно извлечь из этого пользу, трутневый гомогенат или там еще как-то использовать трутня, делать из него различные там подкормки и так далее. То есть это уже на ваше усмотрение. Мы говорим только о методах борьбы с клещом. Вы либо удаляете это все, выбрасываете, либо вырезаете. И, кстати, именно по трутневому расплоду можно и контролировать клеща уже в этот период времени, когда он там будет. То есть я делаю так, например, взял рамку, вижу очень много трутня, я беру вилкой, которой обычно распечатываю соты, оставшийся мед, я беру, поддеваю несколько трутней и визуально осматриваю на наличие клеща. Если заклещенность высокая, то очень часто вы прям вот в этом первом срезе, так бы сказать, можете увидеть несколько клещей на одном трутне, там бывает по 2 на каждом трутне, то есть уже там видите большую заклещенность. В последние годы у себя весной, проводя эти методы контроля такого народного, простейшего, я практически не обнаруживаю вообще клеща на трутневом расплоде. Это вот там май месяц, пока я его не нахожу, не вижу. Следующий момент, как мы можем помочь пчелам и навредить клещу воро, это изоляция матки, обрыв цикла размножения клеща. Матку мы закрываем в изолятор на 2-3 недели, лучше, конечно, на 3 недели, потому что 21 день у нас там созревает яйцо до выхода пчелы. Поэтому нам необходимо прекратить таким образом, чтобы у нас клещ, который вышел, ему некуда было опять заходить, чтобы он был на пчеле. Тогда мы можем побороться с ним. Следующий момент. Без расплода клещ не может размножаться, становится уязвимым. Прерыв в расплоде мы также можем синхронизировать с роением. В момент роения пчелы так устроена природой, что по сути они своим роевым состоянием также самоочищаются. То есть в момент роевой поры, когда семья входит в роение, матка сама перестает откладывать яйца, есть период печатного расплода и так далее. То есть, если вы приверженец того, что пчелы лучше пусть отроятся, вы поймаете свой собственный рой, посадите его и дальше он будет работать, то таким образом также можно бороться и с клещом. У вас в том улье, где отроилась семья, есть безрасплодный период, так же как с изоляцией матки. Кстати, матку изолировать можно просто под колпачки. И последний вариант в этих биологических методах без химии – это термическая обработка расплода. На сегодняшний день современный способ. Я видел, уже есть промышленные инкубаторы, специальные термокамеры, в которых помещают абсолютно без пчел расплод. Там очень много рамок, туда может помещаться промышленные такие инкубаторы. Нагревается до температуры 40-42 градуса на 2 часа. Клещ вароа погибает, но это не вредит пчелам. Таким образом мы получаем чистый расплод без клеща. Очень хороший, но очень трудоемкий способ. Я думаю, что, скорее всего, там, где его применяют, я видел видео из Германии, но там, где кто применяет такой способ, скорее всего, это экопасеки, которые совершенно не пользуются никакими препаратами, и, скорее всего, у них немногочисленные количество ульев, либо же они просто таким образом обрабатывают. Это очень трудоемкий процесс, тратят на это много времени и сил. Следующий способ борьбы – это органические кислоты и натуральные препараты. Первый из них, представитель, это муравьиная кислота. В чем ее особенность? Тут в данном случае на картинке просто картинка для визуализации. Это гель на основе муравьиной кислоты. Но суть его в том, что он испаряется, и гель и сама кислота используются в специальных испарителях, проникает в запечатанные ячейки и убивает клеща. Испаритель помещается поверх рамок. Когда-то я пробовал муравьиную кислоту, а после нее обрабатывал химией, и мне показалось, что эффект от нее был не такой уж и прекрасный, как описывается. Вторая из кислот – это щавелевая кислота. Эффективно она только действует на тех клещей, которые находятся на пчелах, вот в той первой фазе, на пчеле. Используется в сублиматорах, здесь опечатка по поводу дымпушки.
или капельного проливания по улочкам. Ну, по поводу капельного проливания у меня вообще есть определенные свои замечания по этому поводу, я позже об этом скажу. Что касается сублимации, распространение идет по всему улью, ну и также здесь есть тоже некоторые недостатки. И тимол применяется в виде полосок или кристаллов в жаркое время года, подходит для экологического пчеловодства. Следующий вид – это химические препараты, акарициды, которые действуют на клеща. К ним относятся всего 3 препарата, которые существуют в мире, которые тестировали и которые работают. Это флувалинат, амитраз и флуметрин. Они являются препаратами быстрого действия, то есть один раз обработали, либо же там есть способы, когда их наносят на пластинки, и они тогда вроде бы как имеют пролонгирующее действие. Минусы, отмеченные теорией в данном случае, это адаптация клеща, скорее не теорией, а опытами. И накапливаются в воске и меде. Мы о них поговорим также немножечко позже обязательно. Ну и последний вариант, как можно бороться с клещом, это генетический и селекционный контроль. Есть отмеченные, заявленные устойчивые породы пчел, которые открывают ячейки, убирают оттуда клеща и опять их запечатывают. Но здесь тоже есть множество вопросов. Ждем результатов всех этих ноу-хау. Посмотрим, насколько будет мало клеща у тех, кто реально попробует. Я имею в виду не рекламу, а реальное использование пчеловодами вот таких вот пород. Насколько это будет. Потому что чисто, уже была первая волна. Это Carnicovara tolerans, которая тоже там очищает клеща, очищает друг друга и так далее. В итоге клеща в этих семьях столько же, как и в других породах. То есть такого эффекта не было отмечено. Вопрос у меня к этим генетическим селекционным. Я просто представляю, какие размеры имеет личинка в самом соте, когда ее уже запечатывают. Там по сути лежит плотная личиночка, жирненькая, хорошая. Она закрывает полностью все пространство сота, уже готова после запечатывания начинать переворачиваться. И у меня вопрос, как под низом, под самой личинкой пчела, хорошо, она может там заметить одного, допустим, клеща, а если их там 2. И, не знаю. Это интересно. Я чего не знаю, просто спрашиваю, как это интересно, насколько эффективно пчела может там заметить клеща. Посмотрим. Так что же самое эффективное, друзья мои, из всего перечисленного, исходя из названных как жизненного цикла клеща, так и препаратов, которыми можно бороться. Отмечается, что комбинация методов – это самый эффективный способ. То есть мы вырезаем трутневый расплод, не привязывайтесь прям конкретно к временным рамкам. Летом имеется в виду весна-лето, период вырезания трутневого расплода, обработка муравьиной кислотой, или тоже щавелевой можно обрабатывать, если температура позволяет. Также осенью обрабатывать щавелевой кислотой или амитразом. Зимой имеется в виду это поздняя осень, когда уже совершенно нет расплода, также обработки химией. И весной, как вариант, то есть это может быть также и весна-лето, и само лето, изоляция матки, то есть обеспечение безматочного периода. Если комбинировать несколько из этих способов, то мы не будем вызывать привыкание клеща к препарату, какому-то одному, который используем, в данном сезоне. И также мы получим сниженную популяцию клеща. То есть бороться осенью будет гораздо проще. И теперь же мы раскроем суть сегодняшнего видео, ответим на вопрос, почему же весенняя обработка может быть бесполезной или вредной. И здесь мы пройдемся по пунктам. Мало клеща, после зимы его численность минимальна, сильные семьи сами справляются. О чем это говорит? В пчеловодстве существует, особенно на просторах YouTube, такое главное противоречие. Сначала осенью все обрабатывают клеща, сначала все с ним эффективно борются, клеща нет, 100% семьи перезимуют, а весной вдруг откуда-то опять они находят клеща, который якобы на него может что-то повлиять, типа там отвара шишек, отвара полыни и всего остального. То есть, такое. Особенно начинается вот эта вот вся с пластинками ерунда, я об этом чуть позже скажу. Короче говоря, если вы хорошо обработали, имели профилактические действия в сезоне, хорошо обработали клеща, убедились в том, что его нет в зиму, опасной его концентрации, то весной кого вы хотите обрабатывать? Следующий пункт – это большинство клещей в расплоде. Если пчелки у вас уже хотя бы там запечатали небольшой пятачок еще с февраля месяца, то весь клещ, который был на пчелах, который выжил, который остался, он весь уже будет в этом расплоде. Обрабатывать там некого. По этой причине мне могут возразить полосочники, что вот они ставят полоски, которые будут воздействовать на того клеща, который будет выходить из этих ячеек. А вы уверены, что до того момента, когда пчелы выйдут, через 21 день, когда они были там
эти яйца посеяны, что эти пластинки в момент вот этих вот всех там похолоданий, еще чего-то, каких-то температурных явлений, что эти пластинки вообще сработают и что эти клещи погибнут от этих пластинок. А вот ослабление пчел любыми обработками, даже органическими кислотами, мы вызвать можем однозначно, потому что пчелы после зимы в любом случае ослаблены, они пережили зиму, питались, сидели неподвижно, не было здорового образа жизни, так скажем, у них накопились каловые массы, им нужно поправить свой баланс. Имеется в виду вот это соотношение, о котором я говорил в одном из своих видео, полезных и болезнетворных бактерий и микробов. Одним словом, стабилизироваться после зимы. И тут вы им еще на голову выливаете какую-то кислоту или вставляете туда какие-то полоски. Ну и также про риск остатков в меде, если использовать химические акарициды. Об этом я немножечко позже скажу. Здесь мы в общем скажем так глобально, что вот есть опасность такого попадания. Ну и рассмотрим все-таки моменты, когда весенняя обработка нужна. Если клеща слишком много, например, вы его не дотравили осенью, и семья была сильной, часть пчел посыпалась однозначно, если семья была заклещенной, но все-таки клещ еще остался. И вы понимаете, что семья продолжает жить, либо вы там соединили из 10 одну, и клещ есть, то вы понимаете, что в любом случае нужно обработать. Тем более вы там сделали анализ, может быть, и смывы сделали, и поняли, что клеща много, обязательно нужна обработка. Также обработка весенняя может быть нужна, если была теплая зима, но мы не можем так просто говорить, зима была теплая, значит нужно обработать. Нужно четко знать, был ли расплод в ваших семьях или его там не было. Если расплод был, то клещ, конечно же, и зимой там начинал появляться. Но в любом случае, если его там было небольшое количество расплода, то и клеща будет тоже немного. И также одна из причин весенней обработки – это появление вирусных заболеваний. Уже прям весной, когда вы видите различные паралич, вирусный паралич пчел, вы видите вирус деформации крыла, видите еще какие-то особенности. Опять же, смывы, анализы заклещенности показали вам высокий процент. Какие мы можем предложить альтернативы нашим пчелкам вместо весенней обработки? В первую очередь провести этот контроль или при помощи сахарной пудры или промывки спиртом, оценить уровень заклещенности. А если это делать, то необходимо делать это в безрасплодный период, когда у вас еще нет расплода, то есть в самой-самой такой ранней весной, когда еще вы проверили семью, убедились, что нет печатного расплода, нет личинок, в которых клещ мог бы спрятаться. Вы проводите данную процедуру. Либо же, когда вы пересмотрели семью, увидели, что ну вот так все пчелы вышли, там рамка, прям вот целая рамка, а может быть 2 пчел вышло. Вы знаете, что вот это пчелки, которые могут быть потенциально заражены, и нужно быстренько провести этот анализ. Тогда вы что-то увидите, какой-то уровень вам покажет запрещенности. Повторяюсь, удаление трутневого расплода – это очень хороший метод снизить популяцию клеща без каких-то обработок вообще. Изолировать матку, особенно это хорошо делать в предроевом состоянии. То есть тогда, когда семья имеет максимальное развитие по улью, по объему улья, вы видите, что уже дальше они просто зароятся, вы берете маточку, изолируете. В этот момент очень часто совпадает, что через там каких-то недельку-другую начинается активный медосбор. Если у вас матка просидит 1 неделю, 10 дней, и потом начнется медосбор, то вы кроме оздоровления еще получите в разы больше меда, а потом выпустите маточку и опять пойдет развитие. И использование муравьиной кислоты. Но в данном случае это общая рекомендация, литературная. Я не знаю, что вам сказать по поводу муравьиной кислоты. Пробуйте. Так что вывод по поводу весенней обработки: если вы соблюдаете вот эти все рекомендации, обрабатываете в сезоне, делаете эти альтернативные способы, то весной вообще вам не нужно ничего никуда совать. Это я про следующий слайд, на котором есть ответ на вопрос, почему я не использую полоски от клеща. Как-то я снимал видео, есть оно у меня на канале, почему я не использую полоски. Я там рассказывал о концентрации вещества. В этом году я был на курсах пчеловодов и непосредственно имел честь слушать биохимика нашего в Украине, которая занималась изготовлением этих полосок, рассказывала, еще раз подтвердила мои мысли по поводу того, что полоски невозможно изготовить качественно в кустарных условиях. Очень сложно добиться и в лабораторных условиях специальным методом добиваются равномерного распределения и потом делают множество анализов с полученных полосок, чтобы количество вещества, действующего на конкретной полоске, на каждой из них, было одинаково. Потому что если это количество вещества будет разным, появляются следующие недостатки. Неэффективность полосок, когда вещества там вообще нет, просто какая-то неэффективная, кусок шпона, да и все, ничего на нем нет. Или же наоборот, ввиду этого кустарного производства,
Семья погибает из-за того, что там львиная доза этого препарата, которым пропитан этот шпон. Из-за чего это случается? Кстати, эти случаи участились у нас очень много. В прошлом году прям в ТикТоке было забито. Один поставил такие, другой поставил такие. Семья посыпалась, взял, выкинул, купил другие и так далее. И вот это каждая партия, для того, чтобы ее проверить. Я не говорю, что все некачественные и все не работают, но каждая партия требует своей проверки. Это затраты времени и денег. И последнее, очень много пластин содержит как раз-таки флувалинат, тауфлувалинат, флуметрин. Это те вещества, которые накапливаются в воске. Естественно, они могут быть и в меде. Они находятся в принципе в улье. И если вы используете свой воск или там покупаете чью-то вощину, то, соответственно, вы также, используя такие полоски, являетесь тем, кто будет постоянно вливать дозу этого флувалината в очередную партию воска. Я против этого препарата категорически на своей пасеке. И вам не рекомендую его использовать, но это все на ваше усмотрение. Это лишь мое, может быть, субъективное мнение, а вы уже вправе поступать, как вы хотите. Но я полоски не использую именно по этим причинам, которые перечислены на экране. И самое страшное для меня это флувалинат. Дальше я хочу рассказать и продолжить эту мысль, что пользуюсь я вместо флувалината аметразом, и привести вам данные, которые из открытых источников существуют, все их знают, могут найти. Аметраз разлагается в улье за 24-36 часов, полный распад 1-2 недели в воске и продуктах пчеловодства, если он туда попадает, имеется в виду при обработке в гнездовом корпусе и так далее. Флувалинат очень устойчив, может сохраняться в воске годами и накапливаться при повторных обработках. Поэтому еще что хочу сказать в пользу аметраза перед флувалинатом. В первую очередь аметраз отмечается как неустойчивый препарат, неустойчивая формула у него, он быстро разрушается сам по себе. Если вы вскрыли ампулу с ним, то он будет действовать всего там несколько часов. Есть на личном опыте, точнее опыте моего наставника, он обрабатывал аметразом открытым вечером, он обрабатывал еще пчел утром на другом точке. И наоборот, если обрабатывал утром, то вечером на другом точке обрабатывал, то аметраз действовал. Но не более там вот этих вот 12-14 часов. Дальше он просто неэффективен, то есть он уже не работает. Относится он к препарату малой токсичности. Очень многие там люди, которые ничего общего не имеют ни с химией, ни с сознанием, ни с логикой, ни с книгами, они кричат на просторах интернета, что это страшный яд, раковые болезни и все остальное. Да, к раковым болезням даже вас сосед поругал за ваших пчел или там что-то против вашей собаки сказал, вы разнервничались, это уже согласно данным медицины способствует развитию раковых болезней, нервные клетки и все остальное. Спокойнее нужно быть. Поэтому к смерти приводит все. Мы только родились, уже медленно начинаем взрослеть, стареть и умирать. Поэтому нисколько аметраз не токсичнее обычных препаратов, которыми обрабатываются сады, деревья там фруктовые и все остальное. Не токсичнее тех препаратов, которые вы используете на картошке против колорадского жука и так далее. То есть это обычный акарицид, который относится к малотоксичной группе третьего класса препаратов. И обратите внимание, я специально добавил на этот слайд вот эту фотографию апиметрина, в данном случае действующее вещество аметраз, в коричневой ампуле. Старайтесь покупать именно такой, если вы пользуетесь этим препаратом. Потому что аметраз, также есть еще один факт, аметраз очень быстро разрушается на свету при действии ультрафиолета. Если у вас будут светлые ампулы, а часто и апиметрин в светлых продавали, ну, я надеюсь, что его хранили в темном месте. А если в светлом, то уже эффективность его будет совершенно не та. Он может быть неэффективен. Поэтому обязательно, если вы покупаете где-то в светлых, смотрите, чтобы они были в упаковке, и вы потом их также в упаковке в темном месте хранили. Если вы есть возможность купить именно в таких темных, покупайте в темных ампулах. Тогда действие ультрафиолета туда не проникает, если этот препарат хранился не в темном месте. И на этом слайде, кто прочитал, вы видите, что отмечено также у аметраза его такой недостаток, быстрая устойчивость клеща. Дело в том, что устойчивость у клеща может появиться только тогда, когда клещ обрабатывается одним и тем же препаратом постоянно и не дотравливается. Недотравливание может происходить из-за того, что вы снизили концентрацию, дали неправильную дозу, либо же просто по каким-то субъективным моментам, например, ветер был, проветрил улей там от этого вещества и так далее. Или он просто не попал на пчел. Вот здесь по поводу не попал на пчел. Очень многие пользуются проливом. И кислотами проливом, и
проливом бипином, аметразом. Значит, в чем недостаток пролива? Это, опять же, мое субъективное мнение. Когда мы открываем ульи, я думаю, многие из вас, которые уже не первый раз работали с ульями и пчелами, вы видите, вроде бы все улочки заняты. Кажется, ого, сколько пчел. Отставляете заставную досточку, отставляете крайнюю рамку, смотрите, а там таким небольшим полумесяцем пчелки сидят, их там может быть 200-300 штучек сидит, они занимают буквально там 2-3 сантиметра этой рамки. Но сверху выглядит как полная улочка. Так вот, если вы покропите этих пчелок в крайней улочке, туда действительно, там эти пчелы и напьются этого аметраза. Хотя пить им его как раз и не нужно. Они тогда сами травятся, ну, получают отравление определенной степени, и это очень плохо для них. Особенно и зимой, и весной, и когда, ну, весной, конечно, ну, я не обрабатываю таким препаратом. Вот. А если обрабатывать осенью, то до весны, до лета он там просто исчезает из улья, его там нет. Поэтому никакой химии уже ни в меде, нигде не будет, ни в продуктах пчеловодства. Продолжаем мысль по поводу пролива. А вот те улочки, которые в центре гнезда, особенно если гнездо уже там пчелки уплотняются к зиме, там они могут сидеть в 1, 2, 3 ряда уже друг на друге, их много, они там туда-сюда бегают, суетятся, готовятся к зиме, собирают чемоданы, перекладывают корма. Какая-то пчелка вообще там залезла в саму ячейку, что-то чистит. И вот здесь у меня большой вопрос. Всегда прям хочется залезть в улей, превратиться в пчелу и посмотреть, сколько же этого аметраза каждая пчела получит. Все ли они оботрутся об него и все ли клещи получат этот аметраз. Вот мне кажется, как раз проливом там и будет огромное привыкание и недотравливание, и тогда нужно весной всовывать эти злосчастные полоски, потому что такой метод, он неэффективен. Если бы это было мелкодисперсное покрытие рамки, тогда вопросов нет. Но вот это проливание трясущейся рукой, подслеповатый дедушка, со всем уважением к нему, я абсолютно никак не хочу никого обидеть. Я имею в виду, что очень сложно правильно дозировать и прямо охватить всех пчел, потому что в нормах написано норма пролива на улочку, а в каждой улочке разное количество пчел, поверьте мне. Тем более мы также можем иметь работу с рамками Додана и украинской рамкой. Представьте украинскую рамку, которая Додана перевернутая, и пчелы в самом низу. Получат они тот аметраз или не получат? Большой вопрос. Поэтому, друзья мои, все свои доводы, все свои аргументы, все свои факты я привел. Если появился у вас вопрос, чем обрабатывать аметразом, я пользуюсь дым-пушкой. В дыме есть очень прекрасное перемешивание этого препарата. И никогда не было такого, чтобы у меня не срабатывало, и чтобы пчелы не перезимовывали зиму после этих обработок и были какие-то проблемы весной. И, кстати, по весенней также обработке одну мысль таки забыл сказать, хотя и все записал на экране. Когда у нас развивается клещ, мы представляем себе там сначала расплод, небольшой пятачок, потом как ладошка, блюдечко, тарелка, сравнивают, да, такие диаметры расплода, и потом уже полная рамка. Так вот, возьмите на бумажке и просто посчитайте, если вы немножко знаете математику. Возьмите примерно 100 клещей перезимовало в семье. 100 клещей залезло на 100 пчел, да, может быть на какую-то даже 2 клеща залезли, они же там не кричат занято, когда залазят в ячейки. И вот теперь посчитайте, из этих 100 клещей у вас сколько вылупится, мы видели эту теоретическую информацию, 200 клещей будет, да, в следующей, там через 3 недели. И сколько будет пчел через 3 недели, если матка каждые 3 дня просеивает одну рамку, там 4000 пчел. У нас тогда получается, что мы имеем совершенно разные пропорциональные отношения. То есть по весне у нас здоровые пчелы гораздо превышают там больных пчел, пораженных клещом, и количество самого клеща. Поэтому в весеннем развитии, если после весеннего развития сделать безрасплодный период, никакого клеща опасного в опасной концентрации для ваших пчел не останется даже уже до середины лета. Потому что вы весной пчелок подкормили, а я в следующем видео буду рассказывать, меня просили в комментариях конкретики. Хорошо, в следующем видео будет, друзья, конкретика. Подписывайтесь, кто не подписан, не переключайтесь. Расскажу и покажу, как именно и чем я обрабатываю пчел весной. Не от клеща, а для поддержания их сил, иммунитета, чтобы они сами этого клеща там побеждали. А победить они его могут действительно не в переносном смысле своим количеством. Если они не просто будут жалко развиваться весной, а будут массово, стремительно развиваться, этим самым они будут побеждать популяцию клеща. Потом делаем безрасплодный период, и весь тот клещ, который нарастился с весны, если он вообще нарастился, он у нас тогда погибает. И, друзья мои, видео получилось долгим, потому что оно сродни лекции на эту тему. Но я считаю так, те, кто хочет знать,
они послушали, и до конца послушали, и как бы и все поняли, и запомнили. Если нет, еще раз можно посмотреть, послушать и сделать свои выводы, посчитать, сделать временную шкалу, посчитать, сколько клещей, когда, сколько пчел. То есть у вас очень многие вопросы сами собой отпадут. Тем, кому неинтересно, я же никого не заставляю смотреть, тем более эта информация звучит для вас на просторах YouTube бесплатно, и имейте уважение к человеку, который потратил время и силы, сделал для вас обобщенную информацию, презентацию, также поделился своим опытом. Ну и те, кто меня постоянно смотрит, кто знает и ожидает следующих видео, я делаю такой небольшой анонс, потому что в это видео я все вместить не смог, но ряд вопросов по этой теме еще остался нераскрытым. Я имею в виду не тему весенней обработки, а в целом тему клеща и обработок. Можно ли использовать только щавелевую кислоту, имеется в виду для того, чтобы ничего вообще не использовать, чтобы зимовать нормально, чтобы бороться с клещом, или нельзя. Щавелька не превращается в муравьиную при нагревании. Это и вопрос кого-то, и мое личное утверждение. Я исследовал этот вопрос, расскажу об этом. Это глупости. Щавелька не превращается в муравьинку. Какие недостатки работы с кислотами? Также об этом поговорим. Как кислоты воздействуют на матку, факторы, влияющие на эффективность кислот и амитраза. Это тоже очень важно. Ну, кстати, я об этом немножечко вот в конце все-таки заглянул, сказал. И мой опыт, конкретная моя схема обработки на основании вот этого вышесказанного. И сегодня, и вот этих вопросов по кислотам, как я делаю, почему именно так и так далее. Эти все вопросы рассмотрим, так сказать, как бы, может быть, во второй части видео, может, это будет просто вот посмотрим. Посмотрим на вашу реакцию, на ваши комментарии, на ваши ожидания. Я же благодарю всех за внимание. Желаю здоровья вам и вашим пчелкам. Также прошу, если вас не затруднит, написать, поставить оценку, как вам воспринимается эта информация в виде презентации, в виде, вот в таком формате, когда я не на улице возле ульев, а вот так. Мне это будет очень интересно услышать, потому что я хочу быть вам полезен, эффективен, то есть, как лучше запоминается. Скажите, пожалуйста. Всем мира, здоровья, всем удачи, всем пока.